Здравствуйте, с вами снова Фантом. Серия «Заметки о магнитостатике». Вторая важная тема, которую нам нужно вспомнить, это понятие о потенциальных полях. Именно ими, согласно науке, обусловлены взаимодействие магнитов. Итак, физические поля. Что о полях говорит на Википедии? Читаем. Поле – физический объект, классически описываемый математическими, скалярными, векторными, тензорными или другими полями, или некоторой совокупностью таких математических полей, подчиняющихся динамическим уравнениям, называемым в этом случае уравнениями поля. Обычно это дифференциальные уравнения в частных производных. Ну и закручено. Понятного мало. Похоже, что математика подменяет физику. А давайте попробуем взять определение из школьного учебника. Итак, физическое поле – особый вид материи, обеспечивающий физическое взаимодействие материальных систем и объектов. Так немножко лучше. Итак, поле потрогать его можно? Нет. Отлично, а увидеть? Напрямую тоже нет. Если говорить о магнитных полях, люди придумали не один способ визуализации. Проблема в том, что все эти способы, как многие человеческие способы измерения, позволяют, образно выражаясь, увидеть тень от сидящей на заборе вороны, но не саму ворону. То есть наука умеет регистрировать следствие, силовое действие поля на физические объекты. Только так и никак иначе. Потому как в отсутствии тех самых объектов, с которыми что-то происходит под действием силовой составляющей полей, большинство полей будут нами невидимы, неощутимы никак. Итак, что же, собственно, если взглянуть объективно, можно сказать о поле? Если разобраться, то поле – это не более чем график функции пространственного распределения определенного силового воздействия на некоторый материальный объект. И иных, кроме силового действия поля, свидетельств существования такой независимой от сознания сущности, как поле, по-видимому, не существует. А что является первопричиной возникновения любого поля? Это источник. Факт неоспорим. У каждого поля обязательно есть источник. Идем далее. Может ли поле совершать работу? Несомненно. В простейшем механическом случае работа – это изменение параметров движения тела, совершенное под действием силы. И как мы все знаем, при выполнении работы расходуется то, что называют энергией. А что же является в данном случае источником этой энергии? Поле? Ведь вроде бы именно оно рождает ту самую силу, которая изменяет траекторию или скорость движения тела. Да и физики именно так говорят. Энергия, говорят, берется из магнитного поля вокруг магнита. Но ведь график, в отличие от физического объекта, например, пружины, не может накапливать и отдавать энергию. Поле – это всего лишь описание закона распределения силового воздействия, но никак не само воздействие. Это важно понять. И вывод может быть только один. Источник энергии совпадает с физическим источником, порождающим поле. В нашем случае это постоянный магнит. Зрители немедленно укажут мне на парадокс. Что же это за такой бесконечный источник? Тратит энергию, тратит, а она все не кончается и не кончается. И тут на помощь физикам приходят две спасительные ипостаси энергии – потенциальная и кинетическая. То есть магнит, оказывается, обладает той самой потенциальной энергией, а когда она начинает действовать на тело, разгоняя его, то просто переходит в кинетическую энергию движущегося тела. Как складно объясняет нам все физики. Хорошо, а если магнит, скажем, достаточно силен, чтобы притянуть 10 тел, каждое весом с этот магнит? Реально такое? Вполне. Работа на перемещение каждого из этих тел будет совершена? Безусловно. Откуда же возьмется энергия на это? А вариант только один. Ее затратит источник поля. Вот и получается, что источник энергии находится внутри магнита, и именно он обеспечивает энергию, необходимую для перемещения тел. Истории про потенциальную энергию, преобразование ее в кинетическую и обратно хорошо смотрятся в школьных учебниках, когда учащиеся недостаточно опытны для того, чтобы задать преподавателю простой вопрос. А каков в деталях механизм преобразования энергии?
где именно и в каком именно виде эта самая энергия хранится в каждом конкретном случае. Какие именно физические механизмы отвечают за преобразование энергии из одного вида в другой? Думаю, что ответа физиков мы не дождемся. Так что же, спишем все на законы природы и этим удовлетворимся? Позволю себе крайний вопрос. А вы уверены, что сформулированные физиками утверждения – это и есть именно законы природы, а всего лишь не их предположение, отражающее текущий уровень эмпирических знаний? Вот нам говорят, магнитное поле разгоняет ферромагнетик притяжения. В этом случае потенциальная энергия системы тел переходит в кинетическую энергию движущегося тела. А когда это тело тормозится в магнитном поле, то, видимо, все происходит наоборот. Кинетическая энергия должна переходить в потенциальную. Закон сохранения этого требует. И вроде бы все верно, но так ли? Опять зададим неудобный вопрос. Энергия ведь затрачивается на изменение состояния движения тела, так? А уж ускорение это или торможение – это всего лишь вопрос системы отсчета, так? А это значит, ускорение ничем, кроме знака в математической формуле, от торможения не отличается. Рискнем утверждать, что на оба этих процесса, и разгон, и торможение, одинаково расходуется энергия источника поля, потому как в обоих случаях совершается работа внешних сил над телом. И это строго соответствует определению работы школьного учебника. Так зачем же нужно придумывать какие-то разные виды энергии, что они куда-то перетекают? Закладывается подозрение, что делается только для поддержания исторически сложившегося изложения процессов школьных учебников и сохранения упрощенного определения граничных условий толкования закона сохранения энергии. Итак, изменение любого параметра движения тела под действием внешней силы обуславливается затратами энергии источника этой силы. По-иному можно сказать, что источник передает часть своей энергии телу. По-настоящему все происходит несколько сложнее, но об этом в другой раз. Однако, данное утверждение противоречит одному из главных законов науки – закону сохранения энергии. Энергия как бы берется из ниоткуда, а дело всего лишь в граничных условиях. Об этом почему-то часто забывают. Например, в формулировке закона сохранения энергии должна обязательно присутствовать фраза «в закрытой системе». Без четкого понимания, является ли система полностью закрытой, данный поистине базовый закон может полностью менять свой смысл. Например, почему-то по умолчанию подразумевается, что в любом источнике энергии должны быть внутренние потери, которые постепенно будут приводить к его опустошению. Однако в микромире, явления которого даже по школьному определению порождают намагниченность, трения нет и соответствующих тепловых потерь, подразумевающихся во всех без исключения процессах в макромире, их тоже нет. Так на что же именно должны быть потери? Потери энергии на поддержание намагниченного состояния не существует. Другой вопрос, что простыми средствами не получается использовать такой источник энергии, как магнит, для выполнения циклической работы. Одноразовой можно, циклической чисто технически не получается. Хорошо, зададимся вопросом, а возможно ли в принципе использовать энергию потенциальных полей? Конечно, да. Простейший пример – гидроэлектростанция. Кто скажет, что в ее основе не лежит работа потенциального поля гравитации? А работа ведь совершается? Несомненно. Сила, которую ее выполняет, результат действия потенциального поля? Однозначно. Причем гравитация работает 3 раза. Первый раз, когда способствует подниманию водяного пара вверх, чтобы затем накапливаться там в виде облаков. Второй раз, когда заставляет собравшуюся в капле влагу выпасть дождем и скатиться в реки. И третий раз, когда ускоряет падающий с высоты плотины поток воды. Понятно, что начало всей цепочки дает энергия излучения Солнца. Но мы-то рассматриваем конкретную фазу процесса. И в этой фазе происходит именно постоянное получение энергии от силового действия потенциального поля. Возвращаясь к теме, получается, что все же есть некие основания предположить, что магнит может являться источником энергии. Очевидно, что эту энергию не так-то просто преобразовать в циклическую работу, иначе это было бы давно реализовано. Также есть ощущение, что даже когда это получится, величина той циклической работы будет мизерной. Ее будет только хватать на компенсацию потерь в системе. Почему? Как мне представляется, потому,
как чтобы сделать систему достаточно открытой для принятия извне значимого потока, необходимо величина магнитного поля, существенно превышающее напряженность поля существующих магнитов. Итак, в качестве рабочей гипотезы предположим, что шанс есть. Пора начинать практическую работу. Смотрите продолжение в следующем видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.